Hare Krishna, преданные. Харе Кришна. Как жизни сегодня? Спасибо. Шишинатая Гора Сундар Ке. Шила Прабхупад Ке. О, хорошо. Продолжаем читать Brihat Bhagavatamrita, and just to very briefly recap what we went over yesterday. Коротко перескажем вчерашние события, которые мы с вами прочитали. Big gathering of sages by the Ganges. Итак, мудрецы собрались на берегу реки Ганги. They're all appreciating and glorifying each other. Каждый из них начал прославлять друг друга, выражать благодарность по отношению друг к другу, рассказывать, за что он конкретно его ценит. Who has got the most mercy from Krishna? А также рассказывать, кто из них получил больше всех милости от Кришны. And Narada Muni was there amongst them. Нарада Муни присутствовал. And then then came this one Brahmin Vaishnav who then did a puja next to the Ganges. А затем пришел один браман, вайшнав, который проводил пуджу на берегах Ганги. And so he did his puja, then he distributed prasad and different things. Он провел свою пуджу, а затем после пуджи раздавал махапрасад и различные предметы, которые были предложены в процессе пуджи. And Narada was watching this, and Narada felt inspired that he is the one who got the most mercy from the Lord. Наблюдая эту картину, Нарада Муни вдохновился. Вероятно, это именно та самая личность, которая обрела больше всех милости от Господа. But that Brahman Vaishnava said, no, I've hardly got enough opulence to offer anything. Но затем этот браман вайшнав сказал, на самом деле у меня нет никакого богатства, никаких достояний, которые я мог бы предложить Господу. Go and see the king in South India. Чтобы увидеть настоящее шикарное поклонение Господу, отправляйся в Южную Индию, и там ты встретишь царя. So we won't go through all the details, but Narada went there and saw how this king in South India, he had got a lot of mercy from Lord Krishna. Мы не будем вдаваться в детали, что непосредственно увидел Нарада Муни в Южной Индии, но Нарада Муни действительно был поражен уровнем поклонения Господу царю. Wonderful kingdom. Он увидел просто великолепное царство, So many wonderful devotees there. в котором проживало огромное количество замечательных преданных, And life was just very happy. и которые вели счастливую жизнь. But the king said, no. If you want to really see someone who's got mercy or some people, go see the demigods. Но затем этот царь говорит Нарада Муни, если ты хочешь действительно увидеть того, кто обрел настоящую милость Господа, тебе нужно отправиться навстречу полубогам, And particularly Lord Indra. и в частности к Господу Индре. Now, we'll just briefly touch on the different points he makes about the demigods, their good fortune, and about Lord Indra. И сейчас мы коротко пройдемся по тем утверждениям, которые делает этот царь относительно положения полубогов, а также, в частности, по поводу Господа Индры. Because, in principle, this is the whole idea. Потому что, в принципе, это целая идея. That of all these different people, as we go higher and higher, and more mercy, Потому что чем выше мы поднимаемся в иерархии тех самых людей, которые обрели наибольшую милость Господа, then they all have received different things better and better than the previous. тем яснее мы видим, что они получили наибольшее количество различных благ, чем нижестоящие в иерархии. But when Narada then goes to that person and says, you got the most mercy for those reasons,
И затем Нарада встречается с этими личностями, стоящими в иерархии, и каждый из этих личностей, он говорит: ты обрел больше всех милости от Господа. Then they all say, no, those things are not signs of mercy. А все эти личности отвечают ему одинаковым образом: нет, все эти блага не являются признаком милости. And it helps us to understand more clearly what are the positions of the different persons. Таким образом, и нам проще и яснее понимать, каково положение различных личностей. King of Kazan. Царь Казани. Wow. Some people are thinking, wow, what a position, if only I could have that. Некоторые люди думают: вот это положение, вот бы мне быть царем Казани. But the king of Kazan is thinking, Tsar Kazani, да? Думает. Отстой положение. What? Бесполезно. Безнадежно. Безнадежно, да. Да. So let me just mention the particular things that the king says the demigods have and Lord Indra has, which makes them or shows they have more mercy from Krishna. Итак, позвольте перечислить те самые признаки, которые Нарада в нем видит в полубогах Господе Индре, которые, по его мнению, являются признаком того, что они обрели наибольшее количество милости от Господа. They have beautiful effulgent bodies. Итак, у них очень красивые светящиеся тела. We don't. У нас таких нет. Particularly when we've just first got up and we haven't had a bath yet. Особенно в тот момент, когда мы только что проснулись и еще не дошли до ванны. Я живой или нет? So, yeah, and they are worshipped by ordinary people. Обычные люди поклоняются полубогам. They are fixed in goodness and therefore they're happy. Они утверждены в благости и поэтому всегда счастливы. They can fulfill their devotees' desires. Они в состоянии исполнить желания своих преданных. Their food, ordinary food, is the nectar of immortality. Их обычной едой, обычной пищей является нектар бессмертия. And they live in heaven, which people like us can only attain with great difficulty. Они проживают на райских планетах, достижения которых таким обычным людям, как мы, под силу только лишь с преодолением огромных трудностей. It all means they got more mercy from the Lord. Все это означает то, что они обрели гораздо больше милости от Господа. But then especially Lord Indra. Но затем, особенно Господь Индра, The ordinary demigods, they can just give particular benefits. Различные полубоги обладают и в состоянии наделить других определенным количеством благ. He can give anything. Но Господь Индра может наделять любыми благами. And he can curse anyone. Он в состоянии проклясть кого угодно. He lives for 71 cycles of the 4 yugas. Он живет в течение 71 цикла 4 юг. By our standards, it's millions of years. В соответствии с нашими стандартами это миллионы лет. We just live maximum 100 years. Мы живем лишь максимум 100 лет. Then he's got that amazing horse, Uchashrava. Затем у него есть эта удивительная лошадь Учашрава. He's got Airavata for his elephant carrier. У него слон по имени Айравата, который носит его. He has a Surabi cow. Также у него есть корова Сураки. He lives at the back of his palace is the Nandana garden. Позади его дома расположен сад Нандана. There are parijata trees there. В котором произрастают деревья париджата. The creepers can take any forms he likes.
лианы в этом саду могут принимать любые формы по его желанию. And particularly, do you remember what particularly? И помните в особенности, что еще говорилось? Yes. Lord Vamanadev is there as his younger brother. И сам Господь Вамана живет вместе с ним в качестве его младшего брата. Wow, the Supreme Lord. Верховная личность Бога. And he protects him all the time. Вместе с ним защищает его все время. Indra's got the most mercy. Очевидно, что Господь Индра обрел больше всех милости Господа. So off went Narada. Нарада покидает Индру. And he arrived there in Indraloka. Покидает место Брамана Вайшнава и царя в Южной Индии и добирается до Индралоки. Right. And when he arrived, he saw, sure enough, there is Lord Vamana. И когда он прибывает на планету Господа Индры, он видит, что действительно Господь Ваманадев присутствует там. Everyone's worshipping him, glorifying him. Все поклоняются ему, прославляют его. He's giving them different blessings, different gifts. Он раздает в ответ свои благословения, подарки. The Gandharvas and Apsaras are reciting prayers to him. Гандхарвы и Апсары прославляют его, возносят ему молитвы. And the Apsaras are dancing. Апсары делают это танцуя. Dancing in ecstasy in front of the Lord. Танцуя в экстазе перед Господом. Then Lord Vamana spoke. Затем Господь Вамана заговорил. He spoke in a voice so everyone could hear nicely. Он говорил таким голосом, таким уровнем громкости голоса, чтобы всем было хорошо его слышно. And he said, Lord Indra, I give you my assurance. You don't need to be afraid of the demons. Он говорит, Господь Индра, я заверяю тебя, тебе не нужно бояться демонов. And then Lord Indra went into ecstasy. И затем, после услышанного, Господь Индра впадает в экстаз. Describing how the Lord had helped him and protected him in the past. И начинает описывать, каким именно образом Господь помогал и защищал его в прошлом. Then Indra, of course, Indra has 1,000 eyes. Конечно же, на теле Индры есть 1000 глаз. From all those eyes, there was just a downpour, just like a rainstorm of tears. И в этот момент изо всех его глаз начинают течь слезы, подобно ливню. Then Narada came in total ecstasy to Indra. Затем Нарада, пребывая в полнейшем экстазе, подходит к Индре. And Sanatana Goswami doesn't mention all the other glorifications which the king spoke of previously. Санатана Госвами не перечисляет виды прославлений, которые озвучил царь ранее. But he mentions some other ones. Но он перечисляет другие виды прославлений. You are such a great leader. Ты такой великий лидер. Even demigods like Surya, Yamaraj, Chandra, they all obey you very humbly. Полубоги, такие как Сурья, Чандра и Ямарадж, подчиняются тебе со всем смирением. The great sages of the universe, they are just subjects in your kingdom. Великие мудрецы во Вселенной всего лишь являются жителями твоего царства. You are glorified in the 4 Vedas. Тебя прославляют все 4 Веды. And they declare, you are the Lord of the universe. Они провозглашают тебя царем Вселенной. You have the power to send people to heaven or send them to hell. Ты наделен властью отправлять людей на райские планеты, либо на адские.
And on top of everything, И в дополнение ко всему вышесказанному, Lord Vamana, сам Господь Вамана, he takes a humble position in front of you as your younger brother. занимает смиренное положение пред тобой, являясь твоим младшим братом. Yes, and he's always very respectful towards you. Который относится к тебе со всем почтением. So how much mercy have you got from the Lord? You got more than anyone. Сколько же милости ты получил от Господа, очевидно, что больше, чем кто-либо другой. And saying all of that, Narada began dancing wildly. Прославив таким образом Господа Индру, Нарада Муни начал неистово танцевать. Да, сводно Utramполчасана за предния танцевали, да, в стиле Нарады Муни. Чуть-чуть, очень чуть-чуть. Chit. Yeah, but he danced like, wow, uncontrollably. Но он танцевал, не контролируя себя вообще. Anyway, we don't want you to get too wild. Мы не хотим, чтобы вы слишком неистово танцевали в следующий раз. Экстаз нужно контролировать все-таки. Kazan, место дикий предни. So Indra, when he heard this, he was shocked. Who was shocked? Indra, when he И heard. увидев такие танцы в исполнении Нарады Муни, Господь Индра был в шоке. Shri Nitai Gaura Sundar Ke. Yes. And he said, you are mocking me. И Индра сказал Нараде Муни: ты что, шутишь надо мной? Yeah, mock means you're sort of being sarcastic and putting me down. Ты что, пытаешься меня подколоть таким образом? Yeah, he said, Indra said, I can see you have become expert in the arts of the Gandharvas. Индра говорит: я вижу, что ты стал экспертом в искусстве гандхарвов. Because they are expert at ridiculing people in all sorts of amusing ways. Потому что они, гандхарвы, являются экспертами по части подшучивания над людьми очень забавными способами. And sometimes people think, oh, they're glorifying me. И когда это происходит, люди, некоторые думают, что на самом деле гандхарвы их прославляют. But they're just putting them down. Но на самом деле они их ставят на место посредством таких шуточных способов. And he said, listen, I have not got any mercy from the Lord. Господь Индра говорит ему: послушай, на самом деле я не обрел никакой милости Господа. Actually, I have such a hard time. На самом деле я переживаю сейчас тяжелые времена. So, Indra says, me and my associate demigods, so many times we got kicked out of the heavenly planets by the demons. Индра говорит: меня и моих спутников, полубогов, большое количество раз демоны выгоняли с райских планет. And we became homeless. В результате чего мы стали бездомными. What do they call it? Bombs. Не очень хорошее слово. Is it? Oh, прости. Я иностранцы, я не понимаю ничего. Yeah, they became homeless and they were starving. Они стали бездомными и голодали. And this is responding to what the king said. Это также соотносится со словами царя. That they have great good fortune, so they live in heaven. Царь утверждает, что полубоги обладают такой доброй удачей, что имеют право проживать на райских планетах. And they can do what they like and travel as they like.
Там они имеют право заниматься всем, чем они хотят, и путешествовать, куда захотят. Indra says, we cannot do that. Но Индра теперь говорит Нараде, мы не можем это делать. Yeah. And he said, Indra said to Narada, haven't you read the 8th canto of Srimad Bhagavatam? И теперь Индра говорит Нараде, ты что, не читал 8-ю песню Шримад Бхагаватам? Didn't you read how Bali Maharaj kicked us out? Не читал о том, как Бали Махарадж нас выпнул с райских планет? And all of the demigods. И всех полубогов. And he put all his friends in as the demigods. И на места полубогов он поставил своих друзей. And I prayed for the Lord to come, but he didn't come. Я молился Господу и просил его появиться, но он не появился. Only when my parents prayed to him to come, then he came. Господь появился лишь только в тот момент, когда мои родители обратились к нему с молитвой. But it was just a small partial expansion of the Lord. Но на самом деле это была лишь частичная и небольшая экспансия Господа. And he took his time before he came. И ему еще потребовалось время для того, чтобы решить, придет он или нет. Yeah, we struggled for a long time. А мы тут выживали, стараясь изо всех сил не погибнуть. And then he didn't even take the heavenly planets back in a real Kshatriya way. И после того, как он появился, он не отобрал райские планеты, как это сделал бы любой кшатрий. He took it back through cheating. Он забрал райские планеты путем обмана. It's very embarrassing. I'm in my position because of cheating. Мне даже стыдно занимать теперь свое положение, потому что оно было добыто обманным путем. And then he didn't even kill the person who did this to me. А после всего этого Господь даже не счел нужным убить ту личность, которая так поступила со мной. So what sort of mercy is that? Что за милость я получаю? I feel very bad because of this. Я чувствую себя очень плохо из-за всего этого. And we are not in goodness. И мы не утверждены ни в какой благости. Oh, us demigods, we've done so many wrong things. Спроси любого полубога, он подтвердит тебе, что мы совершили очень много неправильных поступков. Haven't you read the 6th canto of Srimad Bhagavatam? 6-ю песнь Бхагаватам не читал ты разве? Maybe you haven't reached the 8th canto, but surely you reached the 6th canto. Может быть, ты еще до 8-й песни не дошел, но до 6-й ты должен был дойти. Huh? There's the story of Vritrasura and Vishvarup. В которой рассказывается история Вриштасуры, Вритрасуры и Vishvarupa. Vishvarupa was a Brahmin. Вишварупа был браманом. I killed him. Я убил его. What sort of mode of goodness is that? О какой бы неблагости вообще здесь может идти речь? And Vritrasura was great devotee. А Вритрасура был великим преданным. And I killed him also. И его я тоже убил. So what sort of sinless person in the mode of goodness am I? Поэтому можно смело утверждать, что я являюсь греховной личностью, не находящейся в неблагости. So we're not really any better than ordinary people. Поэтому мы ничем не лучше обычных людей. And you say that Vamana is merciful to us. Вы утверждаете, что Господь Вамана очень милостив по отношению к нам. Well, one time when he was in the form of Krishna, he came and stole the Parijata tree from me. Однажды в форме Кришны Господь пришел и украл дерево Париджата у меня. So what respect has he got for me? Но он меня вообще не уважает. Maybe you didn't read the 10th canto of Srimad Bhagavatam. Возможно, ты не читал 10-ю песню Шримад Бхагаватам. The Brijbasis were doing Indra Puja to me. He stopped them. Бриджабаси проводили пуджу мне, Индре, так Кришна их остановил. Oh, that's so disrespectful. Это очень неуважительно.
And then he took everything they'd gathered for worshipping me. А затем он забрал себе абсолютно все, что они приготовили в качестве подношения для меня. And he offered it to a hill. И предложил все это холму. What is that? Что это вообще такое? What sort of respect? Уважаешь еще, говоришь, да? Yeah. And he only accepts my worship because my parents are sincere devotees. Господь принимает мое поклонение лишь только потому, что мои родители являются искренними преданными. And he doesn't stay here all the time. Он не пребывает здесь все время. He goes off here and there. Он разъезжает по разным местам. And when he goes, and I say, well, how am I going to worship you if you're not here? И когда он уходит, уезжает, я спрашиваю его, каким образом я буду продолжать поклоняться тебе, если тебя здесь нет. He tells me, no problem. И он говорит мне, нет проблем. Just worship Lord Brahma or Lord Shiva. Просто поклоняйся Господу Брахме или Господу Шиве. This is cheating. They're not the same as him. Это же ведь хитрость, ведь они же не являются равными ему. And he moves around so much, I never know where he is. И он так часто передвигается, что я никогда не знаю, где, в каком конкретном месте он находится. Sometimes he's in Vaikuntha. Иногда он на Вайкунтхе, Then he's in Dhruvaloka. затем он на Друвалоке, Now he's in Dwaraka. сейчас он в Двараке. Who knows where he's going to be next? Кто знает, где он окажется в следующий момент. So, what sort of mercy? What you're saying I have his personal association? He's hardly ever here. Вы утверждаете, что я имею возможность лично общаться с ним все время, но на самом деле едва ли у меня такая возможность есть, потому что его практически никогда нет здесь. Then he says, you know what? You want to know who's really got the Lord's mercy? А затем он говорит, знаете, хотите узнать, кто на самом деле обрел больше всех милости Господа? I'll tell you who's got the mercy. Я скажу вам, кто обрел больше всех милости. Кто это? Lord Brahma. He has the mercy of the Lord. Господь Брахма обрел больше всех милости Господа, говорит он. He is the son of the Lord. Потому что он является сыном Бога. I'm not the son of the Lord. Я не являюсь сыном Бога. He lives much longer than me. Он живет гораздо более долгую жизнь, чем я. There are 14 Indras, lifetimes in one of his days. За один день Брахмы проживает 14 Индр. He is the chief protector of the universe. Он является главенствующим защитником Вселенной. He has created all the planetary systems, all the species of life. Он создал все планетные системы, он сотворил все виды жизни. And just when he goes to sleep, the whole universe is destroyed. И как только он засыпает, вся Вселенная разрушается. When I go to sleep, that doesn't happen. Когда я засыпаю, Вселенная не разрушается. Oh, he's so powerful. Он очень могущественный. And on his planet, the Lord lives as the Mahapurusha. На его планете Господь проживает как Махапуруша. It's Garbhadakshay Vishnu, actually. Это сам Гарбхадакашай Вишну на самом деле. And he's there all the time. И он пребывает там все время. He doesn't go off here and there. Он не разъезжает, как в моем случае. Not only that, И это еще не все. he is so powerful. Он настолько могущественен, He is a guna avatar. что является гуна-аватарой. He is accepted as a special form of the Lord himself. Его считают особым воплощением самого Господа. Вот. Господь Брахма, он получил, what would you say, самый, большой? Больше
больше всех милости. Больше всех милость от Господа. You go and see him. Отправляйся и повидайся с ним. So Narada Muni, when he heard this, he became so inspired. И как только Нарада Муни услышал эти речи, он очень сильно вдохновился. He shouted out, И начал кричать: Sadhu, sadhu, sadhu! Sadhu, sadhu, sadhu! Sadhu, sadhu, sadhu! Sadhu, sadhu, sadhu! And went to Brahmaloka. и отправился на Брахмалоку. Sure. So, as he's coming into land, he heard the sound of a huge sacrifice going on. В процессе приземления на Брахмалоку Нарада услышал звук большого жертвоприношения. The Mahapurusha was being worshipped along with Lakshmi. В этот момент Маха Пуруша поклонялись вместе с Лакшми. He took all the different food items being offered, Он взял различные предметы еды, которые предлагались Махапуруши и Лакшми в качестве подношений. and ate them in his 1,000 mouths. That was Indra. No, it's the Mahapurusha. Махапуруша. Махапуруша брал все подношения и вкушал их тысячам ртов. In his 1,000 mouths, placing them there with his 1,000 hands. Он клал все блюда, предлагаемые ему в тысячи своих ртов, тысячами своих рук. Then the Mahapurusha and Lakshmi went to their private rooms. А затем Махапуруша и Лакшми уединились в своих личных покоях. Mahapurusha was going to relax. Махапуруша собирался отдохнуть. Lakshmi was going to massage his feet. Лакшми собиралась предложить ему массаж стоп. Brahma told his sons, continue with the yajna. А Брахма сказал своим сыновьям продолжать ягью. Narada saw all of this. Нарада увидел весь этот процесс And he approached Lord Brahma. и подошел к Господу Брахме. Brahma was glorifying the Lord and tears were pouring from his 8 eyes. Господь Брахма прославлял Господа, и слезы текли из его 8 глаз. And Narada glorified him. Нарада прославлял его. You are the true recipient of the Lord's mercy. Ты являешься истинным обладателем наибольшей милости Господа. And I can prove it. И я могу доказать это. Doказat. You are the master of all masters of the living entities. Ты являешься повелителем всех повелителей живых существ. Means master of all the demigods. Другими словами, ты являешься повелителем всех полубогов. You are the grandfather of the universe. Ты являешься дедом Вселенной. You rule the universe forever. Ты управляешь Вселенной вечно. You are self-born. Ты являешься саморожденным. The Vedic scriptures, all of them, come from your mouths. Ведические писания, все ведические писания изошли из твоих уст. And they're living in your court as persons. И проживают на твоей территории, у тебя в саду в качестве личности. And only people who have perfectly performed all their duties for 100 lifetimes with no mistakes. А люди, которые в течение сотен жизней выполняли свои обязанности безошибочно, with no pride, no deceit, and no other faults, без какой-либо гордости, какой-либо другой примеси и каких-либо недостатков, can come to live on your planet
what to speak of have your position. Только они достойны проживать на твоей планете, поэтому нет смысла говорить о твоем положении. Oh, what mercy have you got from the Lord? Какую же милость ты обрел от Господа? Of course, we can also remember Конечно, мы можем вспомнить еще раз. we have all been Lord Brahma. Мы все когда-то занимали положение Господа Брамы. Yes. We've all been in this position. Мы все занимали это положение ранее. Но сейчас, где мы? В Казани. Но в храме в Казани. Это может быть лучше, чем, what would you say, ситуация Господа Брамы. So Narada continued. Нарада продолжает. Your planet is the highest in the universe. Твоя планета является наивысшей во всей Вселенной. The Lord is always here as Mahapurusha. Господь всегда пребывает здесь как Махапуруша. And you are an incarnation of the Lord. А ты сам являешься воплощением Господа. When Lord Brahma heard this, he blocked his ears. И как только Господь Брахма услышал такие речи в исполнении Нарады, он тут же закрыл свои уши. And he was just calling out, И он просто кричал: Нет, нет, нет. Daso Sme, Daso Sme, Daso Sme. Stop. I am a servant, I'm just a servant. Я слуга, я всего лишь слуга, говорил он. And he became angry with Narada. Он даже разозлился на Нараду. And he started chastising Narada. И начал ругаться на него. You are my son. How dare you say such things about me? Ты ведь мой сын, как смеешь ты говорить такие вещи обо мне? You say I created the universe. Ты говоришь, что я творец Вселенной. It was created by Maya. Но на самом деле она сотворена Майей. And who likes Maya? А кто любит играться с Майей? You know, all the devotees just reject Maya. Ты же сам прекрасно знаешь, что все преданные просто отрицают Майю. And all of us in the universe, including me, we're all bewildered by Maya. А все живые существа во всей Вселенной, включая меня, сбиты с толку влиянием Майи. So how can you say I have even a trace of mercy? Поэтому как смеешь ты утверждать, что у меня есть хотя бы крупица какой-то милости Господа? But still I am so puffed up. I think I'm the controller, grandfather and guru of the universe. И несмотря на все это понимание, я являюсь настолько возгордившейся личностью, что смею себя считать отцом, творцом и повелителем Вселенной. I'm so proud. After I sat on top of the lotus flower for some time, I was thinking, yes, look at me, big ascetic. Я являюсь таким гордецом, что, восседая в течение небольшого времени на лотосе, я счел себя великим аскетом. And you say I'm the controller of the universe. Ты утверждаешь, что я являюсь верховным контролирующим всей Вселенной. You know how hard I have to work. А ты хоть представляешь, как тяжело мне приходится трудиться? All day, all night, no weekend. 24-часовой рабочий день без выходных. Лучше работать, да, на заводе в Казани. It's too much. Sometimes I think I'm just going to collapse. Работа настолько тяжелая, что иногда мне кажется, что я просто выбьюсь из сил. And I'm living in terror. I'm gonna die. И я еще живу в постоянном страхе, что вот-вот я умру. So I don't rule the universe forever. Поэтому я не управляю Вселенной вечно.
All I want is liberation. И всего, чего я жажду, это лишь освобождение. And you say the Mahapurusha lives here, and that makes me special. Ты утверждаешь, что Маха-Пуруша проживает здесь, на этой планете, все время, и именно это является причиной, по которой я являюсь особенным. Didn't you read Bhagavad Gita? Но разве ты не читал Бхагавад-гиту? The Lord is living everywhere. Господь везде пребывает. Yeah. He's living in everyone's heart. Он пребывает в сердце каждого. So what's the big deal? He's living here with me. That's nothing special. Поэтому что здесь особенного, что Господь живет здесь вместе со мной на планете? And He only accepts my offerings just to uphold the Vedic standards. А то, что Он принимает мои подношения, так это только лишь для того, чтобы поддержать следование ведическим стандартам. And to show favor to the sacrifices themselves. А также проявить свою благосклонность и превознести процесс совершения яги. Then Brahma tells Narada, Slushi, beta. Затем Брахма говорит Нараде: слушай, Beta, sin. Listen, my son. Слушай, сын мой. Sin mой, slushi. Actually, I've committed many offenses. На самом деле я совершил большое количество оскорблений. How can you say I got mercy? I'm just a nonsense. Поэтому как ты можешь утверждать, что я обрел наибольшую милость Господа, ведь я ерундой занимаюсь? Haven't you read the 7th canto of Srimad Bhagavatam? Неужели ты не читал 7-ю песнь Шримад Бхагаватам? Don't you know about the benedictions I gave Hiranyakashipu? Неужели ты не помнишь, как я наделил Хираньякашипу своими благословениями? As a result of my blessings, Hiranyakashipu performed great Vaishnav aparads to Prahlad. Ведь именно в результате моих благословений Хираньякашипу наносит серьезнейшие вайшнава апарадхи Прахладе Махараджу. And when Nrsimhadev killed Hiranyakashipu, and me and my associates tried to approach him, А в тот момент, когда Господь Нрсимхадев убивает Хираньякашипу, я вместе со своими спутниками пытаюсь приблизиться к нему. he didn't even notice us. А он даже не замечает нашего присутствия. But he accepted the prayers of Prahlad. Но с удовольствием принимает молитвы Прахлада. Then after that, the Lord became very angry with me. А после молитвы Прахлада Господь выражает свое недовольство по отношению ко мне. He said, I warn you, don't give any blessings to any demons again. Он говорит: я предупреждаю тебя, больше никогда не давай подобных благословений демонам. But still I did. Но тем не менее, я еще раз сделал это. I gave blessings to Ravana. Я дал благословение Раване. And he committed even worse aparad. А он совершил еще более тяжкую аппаратку. He kidnapped Sita. Он похитил Ситу. It's all because of the powers I gave him. И все это по причине моих благословений, тех совершенств, которыми я наделил его. I appointed Indra. Я назначил Индру. He offended the Lord. Он нанес оскорбление Господу. You remember the Govardhan Leela, right? Помнишь Гавардхана Лилу, да? I appointed Varuna. Я назначил Варуну. He kidnapped Krishna's father. А он похитил отца Кришны. What is this? What sort of person am I? Поэтому видишь, какой я человек. I created Kuvera. Я создал Куверу. He was responsible for the offenses of Shankachuda. И именно он ответственен за оскорбление Шанкачуда. I created the universal demons. Я создал вселенских демонов, who are always attacking the demigods.
которые все время нападают на полубогов. But the worst thing Но самое ужасное just happened. только что случилось. Ah, my Lord. Боже мой. I stole the cowherd boys and calves. Я украл мальчиков, пастушков и телята. Oh my gosh. Господи, Who is worse than me? нет никого хуже, чем я. Finally, I came to my senses. В конце концов, слава Богу, я пришел в себя And I came and offered prayers to the Lord. и пришел к Господу и вознес Ему молитвы. He ignored me. А Он проигнорировал мое присутствие. And I could tell, I was watching him, I could tell what he was thinking. В тот момент, когда я был там и видел, как Он смотрел на меня, я точно понимал и могу сказать, о чем Он думал. He was thinking, I hope this man's going to finish quickly. Было очевидно, что он просто ждал, когда этот странный мужик закончит поскорее свои дела. I want to go and eat prasadam. Потому что я хочу уже пойти кушать просад. So what sort of mercy have I got from the Lord? Поэтому о какой милости вообще может идти речь? I got no mercy. У меня нет никакой милости, Господа. And anytime I got a little, I misused it. И каждый раз, когда я немного обретаю милости Господа, я неправильно ее использую. So, but, I know who got the Lord's mercy. Но я точно знаю, кто обрел наибольшую милость Господа. I can tell you, I know the right person. Я точно могу сказать вам, я знаю правильную личность. Lord Shiva got the mercy of the Lord. Господь Шива обрел наибольшую милость Господа. You go and see him. Отправляйся навстречу к Нему. And how do I know he got the mercy? А откуда я знаю, что именно Господь Шива обрел наибольшую милость? He's a dear friend of the Lord. Он является дрожайшим другом Господа. He is intoxicated with the nectar from the Lord's lotus feet. Он опьянен нектаром лотосных стоп Господа. So he's got no interest in ruling the universe. И ему не представляет абсолютно никакого интереса управления Вселенной. He is so advanced spiritually. Он настолько продвинут духовно, He lives under a tree, что живет под деревом, totally detached. пребывая в полном отречении. And he mocks us. Yeah, he sort of, he mocks us. И он еще подкалывает нас, by coming in front of us naked. представая голым перед нами. Who cares about you? Другими словами, он дает понять, вообще, кому какое дело, что вы думаете по этому поводу. He has garlands of bones and the ashes of cremated human bodies. And he comes in front of us, Haribol. И носит гирлянды из костей и черепов, мощает свое тело пеплом кремированных тел и приходит к нам Харибол. Haribol. The Ganges comes from his head. Из его головы проистекает Ганга. It is the waters that has washed the lotus feet of the Lord. Это именно те самые воды, которыми омывают лотосные стопы He Господа. destroys the universe. Он уничтожает все творение. He and his wife Parvati, they can give liberation. Он вместе со своей супругой Парвати может даровать освобождение. I've been trying to get that for a long time. Я стремлюсь обрести освобождение уже очень давно. Everyone on his planet is liberated. Все, кто находится на его планете, являются освобожденными душами. By his mercy, many people have become pure devotees. По его милости большое количество людей стало чистыми преданными. To think he is different from Krishna is an aparad. Считать, что он не отличен от Кришны, является аппараткой. The Lord tolerates offenses against himself
but not against Lord Shiva. Господь стерпит любое оскорбление, проявленное в Его сторону, но Он не стерпит никакого оскорбления, проявленное в сторону Господа Шивы. You know what happened when I gave the blessings to Hiranyakashipu? Ты знаешь прекрасно, что случилось, когда я дал свои благословения Хираньякашипу. The Lord chastised me. Господь наругался на меня. It was Brahma speaking. And told me never do that again. Это Господь Брахма говорит. Господь ругался на меня и сказал, чтобы я больше никогда не делал так. Well, Lord Shiva also gave blessings to the demon Vrikasura. Господь Шива тоже давал благословение демону Врикасуре. But after the Lord killed Vrikasura, he didn't chastise Lord Shiva. Но после того, как Господь Кришна убил Врикасуру, он не ругался на Господа Шиву. He encouraged him. Он, наоборот, даже вдохновлял его. He said to me, just see, Mahadev, how this wicked man has been killed by his own sinful reaction. Он сказал только, посмотри, Махадев, каким образом эта дурная личность пала жертвой своих собственных ошибок. He was worshipped by Lord Vishnu after Shiva drank the ocean of poison. Who was worshipped? Oops, what did I say? Lord Shiva was worshipped by Lord Vishnu after Lord Shiva drank the ocean of poison. Господь Шива, Господь Вишну поклонялся Господу Шиве после того, как Господь Шива испил океан яда. He's worshipable by the Supreme Lord. То есть ему поклоняется сама Верховная Личность Бога. So Narada Muni became inspired. Таким образом, Нарада Муни еще сильнее вдохновился. He got ready to leave. И собрался уже покидать Брахмалоку. And he was chanting in ecstasy. И начал воспевать в экстазе. Shiva Krishna, Shiva Krishna, Shiva Krishna. Shiva Krishna, Shiva Krishna, Shiva Krishna. But Lord Brahma stopped him. Но Господь Брахма остановил его. And said, just hang on a minute. Задержитесь на минуточку, пожалуйста. You know, Shiva has different living quarters. Знаете, у Шивы место пребывания отличается. I'm just here on Brahmaloka. Я живу здесь, на Брахмалоке. You're intending to go to Kailash. Для того, чтобы встретиться с Господом Шивой, вам необходимо попасть на Кайлас. Don't go to Kailash. И на Кайлас вам не надо. The form of Shiva there is not a full manifestation. Потому что в той форме, в которой Господь Шива пребывает на Кайласе, не является полностью проявленной формой Господа Шивы. You have to go to Shiva Loka. Вам необходимо отправиться на Шива-локу, beyond the coverings of the universe. которая находится высоко за пределами оболочек Вселенной. You can go there because you're a great devotee. Вы можете отправиться туда, потому что вы являетесь великим преданным. And there you'll see the full mercy of the Lord. И там вы увидите милость Господа, проявленную в полной мере. And then Narada Muni became even more ecstatic. Услышав это, Нарада Муни впал в еще больший экстаз. And now he flew off. И теперь он полетел, chanting, воспевая Shiva Krishna, Shiva Krishna, Shiva Krishna. Shiva Krishna, Shiva Krishna, Shiva Krishna. And what happened when he reached Shiva Loka? И что случилось, когда он достиг Шива-локи? Wow, you won't believe it. Вы не поверите. Are you ready? Готовы услышать? Yeah? Come back this evening at 6 o'clock. В 6 часов вечера встречаемся здесь же. Srila Prabhupada came. Any comment or questions so far? Есть ли, может быть, какие-то комментарии, вопросы? Деха Фундаматаджи была первая. Oh, okay. Я очень поняла про Махапурушу, который на Брахмалоке. Вы сказали, что это сам Вишну,
в то же время он же лежит на Ананташеше, это что ли его экспансии, там же у него 1000 голов. Да, это интересно, да? Это Sanatana Goswami сказал. Maybe he's in both places. Может быть, он пребывает в двух местах одновременно. That's what he says. Так он говорит. Еще второй вопрос. Вы же сказали, что когда, получается, Брахма восхвалял Шиву, он сказал, что Шива не отличен от Кришны. Но в то же время второе оскорбление святого имени, что считает имена богов Господа Шивы, Господа Брахмы, равными Господу Вишну. Это оскорбление. Вот немножко, а тут говорится, что они отличны. Haribol. Yeah, but you see, помните, что он, они, Брахма и Шива, они гуна аватари. И поэтому это Achintya Beda Bed Tattva. Это как классическая ситуация или пример, да. Yeah. When we just see them just like demigods. Когда мы смотрим на них и воспринимаем их только лишь как полубогов, just doing demigod duties, которые выполняют обязанности полубогов, then we shouldn't think that they're the same as the Lord. То тогда нам не стоит воспринимать их равными Господу. But when they're functioning as guna avatars, then it's an offense to think that they're really just like different, separate from the Lord. Но затем, когда они действуют как гуна-аватары, то считать, что они отличны от Господа, является оскорблением. Yeah, so yeah, мы должны использовать разум чуть-чуть, how to say, to distinguish. Чтобы правильно разграничивать здесь это понимание. Прабhu. У меня вопрос такой. Вот, если Нарада Муни, только вот как Санатана Госвами описывается, задается вопросом, у кого больше милости Господа, то до того, как он задался этим вопросом, чем он занимался? What happened? Before Narada Muni was, trying to understand who obtained the most mercy of the Lord, what was he doing? What was he doing? Получается, On what? Putishesвовал и проповедовал. Получается, его понимание было неполным, да? Может быть. Может быть. Это как... Это лила Господа и лила Нарада Муни. И поэтому, как говорится, what is it now? Vaishnavera Kriya Mudra Vigyeha Nabujaya. Don't try too much to understand the mind of a pure Vaishnava. Не пытайтесь слишком сильно понять ум чистого Вайшнава. No. Yes, Mataji. Находятся ли во власти Господа Индры планетные системы Джаналока, Тапалока и Сатьялока? Индра, да? Да, находятся ли они во власти Господа? Does Indra rule the planetary system like... Какие еще планеты погромче скажите? Джаналока, Тапалока и Сатьялока. Uh-huh. Does he rule them? Yeah. Well, they're basically under his supervision. Indra. Indra. Oh, I see, Indra. No, they're under Lord Brahma. Нет, Господь Индра не управляет этими планетами, они находятся в юрисдикции Господа Брахмы. Yes, supervising. Он присматривает за ними. Indra's in a different category. А Господь Индра — это другая категория. And his powers are not that great. И его власть не настолько влиятельна.
just the planets of the demigods. Он лишь только управляет планетами полубогов. The inhabitants of those places, they're not demigods. А жители тех планет, о которых вы говорите, не являются полубогами. We will be meeting them in a couple of days. Через несколько дней мы встретимся с ними. Yeah, in the story of Gopakumar. Когда начнется повествование истории Гопа-Кумара, He goes to those places. он отправляется на эти планеты. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а чем отличается положение Господа Шивы на Кайласе и вот... What's the difference between Lord Shiva in Kailas and Shiva Loka? Yeah, see, Shiva in Kailash is an expansion from Shiva in Shiva Loka. Видите ли, Господь Шива, который находится на Кайласе, это экспансия того Господа Шивы, который пребывает на Шива-Локе. Shiva in Kailash is the material demigod Shiva. Шива, который находится на Кайласе, является материальным полубогом Шивой, Yeah, so he has much less power. у которого гораздо меньше власти. And he much less power, much less realization, and he is more strongly connected with Maya. У него меньше власти, меньше реализации, и он гораздо более сильнее и плотнее связан с Майей. Yes. Вы говорили о личностях, которые получают милость, но неправильно ее используют и страдают поэтому. Вот может ли быть такая ситуация, что мы получаем милость, но ее неправильно используем? И No. да, мы получаем милость, да, мы ее неправильно используем. Да. И как понять, правильно мы эту милость используем или неправильно? Если мы не понимаем, мы должны спросить, would you say, кто-то? Кого-то, который может помогать нам. Да. И поэтому в осознании Кришны у нас есть, как сказать, we have different levels of помощников. Да, у нас в сознании Кришны есть различные уровни помощников. It's not just you and you have to figure things out. Вы не одна, и вам в одиночку решать подобные задачи вы не обязаны. But we're always receiving some mercy from the Lord. Но на самом деле мы всегда обретаем какую-то милость от Господа. But sometimes we don't understand its mercy. Но иногда мы не понимаем, что то, что пришло к нам, это милость. Sometimes we think the Lord is causing us pain. Иногда нам кажется, что Господу хочется сделать нам больно. But actually it's mercy. Но на самом деле это милость. Yeah. Anyway, to help it, that's why we have the association of devotees. Именно по этой причине и создано общество преданных. Yeah, so we can find things out which we can't understand. Чтобы мы могли обратиться и поинтересоваться о тех вещах, которые нам самим понять сложно. Последнее. Когда Брахма извиняется, и Кришна стоит, ждет, когда все закончится, чтобы пойти кушать просад. Чей просад вообще? So at the moment when Lord Brahma apologizing, When he what? when he is apologizing, when Lord Brahma is apologizing, Krishna wants just to him to go and wants to go and eat prasad. Whose prasad he is going to eat? Whose prasad is Krishna? Yeah. Prasad Gospoda Narayana. Krishna преданный Господа Нараяна. Да? Он поклоняется Господу Нараяна. Да. Дома есть алтарь. Да? Алтарь. А? Алтарь.
altar. Na altar, это не Krishna. Это Lakshmi Narayan. All the Brijbasis are devotees of Lakshmi Narayan. Все бриджабаси являются преданными Лакшми Нараяны. Haribol. Srila Prabhupada ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Go Premanande. И вот здесь, что Шива Бхакти Чайтанья Свами Махараджа ки. Jai.